Всем привет! Вы на канале официального дилера электросамокатов Kuga в России, магазина kugasamokat.ru. И с вами, как всегда, Лена. И сегодня у нас очередной долгожданный обзор на новую ревизию одного из самых популярных самокатов. Честно говоря, не знаю, почему вы так просили обзор на его новую версию 2020 года, потому что отличий-то, в общем-то, немного. Но все же встречайте! Обновленный Kuga G-Booster. Я даже затрудняюсь точно сказать, когда именно G-Booster появился на свет. Пишите в комментариях, если кто знает. У нас он продается уже как минимум 3-й сезон, и за это время он покорил сердца многих. И наряду с S3 и M4 Pro удерживает звание народного самоката. И это не просто громкие заголовки, это выводы, основанные на статистике продаж и ваших комментариях под роликами. G-Booster – это одна из самых мощных моделей в линейке Kuga, при этом являющаяся очередным удачным балансом между ценой и качеством. Модели с похожими характеристиками, но от других, более именитых производителей могут обойтись вам в 2, а то и в 3 раза дороже, чем Booster. Да, за эти деньги самокат, конечно, будет нуждаться в доработках. Но 40-летним мальчикам, любящим поиграть в конструктор, это даже скорее плюс, чем минус. За несколько лет G-Booster оброс большой фан-базой и даже обзавелся собственным телеграм-каналом, на котором пользователи делятся различными кастомными доработками. Но давайте сначала определимся с заводскими характеристиками. 2 мотор-колеса, каждая мощностью 1200 Вт. По словам производителя, они способны разогнать самокат до 60 км в час. Но для более спокойной езды и в целях экономии заряда аккумулятора можно отключить передний привод, и у самоката останется ведущим только заднее колесо. Аккумулятор имеет напряжение 48 вольт и емкость 23 ампер-часа. И производитель заявляет, что на нем можно проехать до 60 км на одном заряде. Раньше у Kuga бывало всякое, но, насколько мне известно, сейчас это вполне честная емкость батареи. Но мы, конечно же, протестируем все в реальных условиях и расскажем вам, сколько нам удалось проехать. Колеса у бустера имеют диаметр 10 дюймов, камерные накачиваемые. Покрышки с, так сказать, вседорожным протектором. Не такие грубые, как у М5, они нормально ведут себя на асфальте и не совсем уж буксуют на влажном грунте. Ведь часто этот самокат берут не только для городской езды. Клиренс тут тоже соответствующий – 17 см. В городе можно не боясь преодолевать практически любые бордюры и съезжать с небольших лесенок. А на лесных дорожках совсем не бояться корней от деревьев и других неровностей. Подвеска неплохо заточена под бездорожье. 2 эластомера у переднего и у заднего колеса хорошо справляются с неровностями. Возможно, они и не такие мягкие, как кому-то хотелось бы, но все же это куда лучше пружинных амортизаторов. И самокат со временем не начинает скрипеть, как старая тележка. А особо искушенным пользователям можно заменить эластомеры на более подходящие под их стиль езды. Также небольшой плюс есть в том, что колеса крепятся маятником только с одной стороны. Такую конструкцию определенно оценят те, кто хоть когда-либо прокалывал колесо и пытался заменить камеру. Тормозная система состоит из 2 дисковых тормозов – переднего и заднего. И также в последней версии добавили, наконец, рекуперацию. Дисковые тормоза довольно обычные, с механическим приводом. Многие, кто любит погонять, ставят себе гидравлику, хотя мне лично стоковых тормозов всегда хватало. Еще одним изменением версии 2020 года стало заднее крыло. Бустер обзавелся металлическим крылом, служащим также и упором для ноги для тех, кто ездит стоя. И есть еще дополнительное пластиковое крыло. Выглядит это все очень странно, на мой взгляд, но насколько сильно это спасет от брызг, узнаем, как всегда, после тест-драйва. Немного изменилось и крепление сидения, которое идет в комплекте. Раньше сверху платформы было 4 болта и еще 2 по бокам. Теперь их осталось всего 4, 2 сбоку и 2 сверху. Так что снять и поставить сидушку теперь еще проще и быстрее. На новом самокате ни сидушка, ни платформа изначально не установлены, а отверстия для крепления верхних болтов скрыты под наждачкой. И это, пожалуй, главный минус такого крепления, потому что когда вы его снимете, у вас останутся дырки. Сама сидушка мягкая и широкая. Возможно, она кажется хорошей парням. Мне же больше нравится сидушка на M4 Pro, которая больше напоминает велосипедную. Как и рулевую стойку, стойку для сидения можно сложить для того, чтобы самокат стал компактнее.
Для этого опускаем седло, нажав на специальный штырь под ним. Отгибаем фиксатор и, нажав на маленький штырек сбоку, опускаем саму стойку к деке. Для того, чтобы сложить рулевую стойку, нужно открутить круглый фиксатор, который прижимает толстую металлическую скобу. Убираем ее в сторону и опускаем руль. К сожалению, в сложенном положении он никак не фиксируется, и поднять самокат, не прижав его к себе и не испачкавшись, довольно сложно. И это при том, что весит самокат в полном сборе с сидушкой 33 килограмма. Но в остальном сам механизм складывания достаточно удобный и простой, и исключает какие-либо люфты в рулевой стойке. Также отсутствию люфтов способствует и то, что руль не регулируется по высоте. Но лично для меня это очень спорный момент, так как самокат предназначен для езды как сидя, так и стоя. Они пытались сделать какую-то среднюю высоту, но в итоге вышло, что и сидя вроде не очень удобно, и стоя он явно коротковат. Для меня с ростом 170 еще более-менее нормально, но как на нем ездят парни ростом выше 180, вообще не понимаю. Сколиоз точно обеспечен. От поверхности деки высота руля составляет 90 см. Ширина рукояток руля 62 см. Общая высота от пола 120 см. Общая длина также 120 см. Стандартный грузовой лифт, он хоть и впритык, но помещается. Дека тут просто королевская. В ширину составляет 26 см. Общая ее длина 50 см, а длина рабочей поверхности с установленным сиденьем около 43 см. Гнездо зарядки у G-бустера только одно и располагается в задней части деки. Не скажу, что его совсем уж закидывает грязью, но какие-то брызги на него все же летят. Маленький минус есть в том, что отсутствует стоп-сигнал. Сзади есть красные габаритные огни, встроенные в деку, но они просто загораются при включении общего освещения, и о торможении никак не сигнализируют. Спереди же есть такие же небольшие фары в деке и две большие фары, которые крепятся на рулевую стойку. У них есть два режима – обычный и режим стробоскопов, который включается легким нажатием на желтую кнопку, располагающуюся слева на руле. Там же есть волшебная красная кнопка, которая придает ускорение, подключая переднее мотор-колесо. Включается самокат при помощи замка с ключом и вольтметром. Но также необходимо включить бортовой компьютер, удерживая среднюю кнопку. Верхней и нижней кнопкой можно увеличить и уменьшить скоростной режим. Кстати, мне показалось, что на G-бустере делать это на ходу гораздо удобнее, чем на многих других самокатах. Коротким нажатием на центральную кнопку можно переключать отображаемый параметр с вольтажа на дальность текущей поездки, одометр, время и другие. Говорят, что Kuga с каждой ревизией улучшает качество деталей и качество сборки самокатов. Но на данный момент проверить это и сравнить ощущения от поездки с прошлыми версиями мне не представляется возможным. Но подробно рассказать про эту я могу. Так что погнали! Начну с того, что G-бустер — это единственная модель, на которой я сидя ездила гораздо больше по времени, чем стоя. И не только потому, что руль короткий, а потому что сидеть на нем удобнее, чем на какой-либо другой модели. Хотя многие заявляют, что это издевательство, и он предназначен исключительно для того, чтобы гонять на нем стоя. Да, на большой скорости стоя управляемость, конечно, лучше. Но так как руль не телескопический и не люфтит, то и сидя он управляется довольно неплохо. Воблинга на скорости замечено не было, и резина на асфальте тоже ведет себя хорошо. Хотя катались мы после дождя по мокрому асфальту, и я все же старалась ездить аккуратно. Но до 55 километров с моими 57 килограммами он пару раз разгонялся. И, кстати, о крыльях. Они, конечно, не идеальны, и ноги ниже колена мне слегка подзабрызгало, и из-под переднего колеса, и из-под заднего. Но спина осталась чистой, так что не все так плохо, как казалось бы. Катайся я на G1 в такую погоду, грязь бы из волос точно вычесывала. Также видела где-то на просторах Ютуба мнение, что на бустере можно либо гнать, либо стоять на месте, что медленно и неторопливо он ехать не может. Так вот, со всей ответственностью заявляю, что это не так. Включаешь ему монопривод, вторую скорость и преспокойненько себе катишься, любуясь окружающим пейзажем. Катание сидя вообще как-то расслабляет и делает неторопливым. На нем почему-то не хочется так гонять, как на G1 и на G2 Pro. Курок газа довольно чувствительный, и буквально за пару минут, приноровившись, можно спокойно регулировать силу тяги.
Хотя несколько раз мы столкнулись с проблемой залипания курка в нажатом положении. И это может стать очень опасным явлением и спровоцировать аварию. У кого-то еще была такая проблема? Как решали? Напишите в комментариях, пожалуйста. Тормоза тоже вызвали у меня несколько вопросов. Дисковые с коробки были отрегулированы плохо, а сами диски то постоянно шаркали во время езды, то звякали при отпускании ручки тормоза. Но в целом все несложно отрегулировать. А рекуперация работала на нем отменно. И это еще одна причина, по которой я не особо торопилась и ехала сидя, так как меньше чувствуются рывки вперед при нажатии на тормоз. А на большой скорости они ощущаются довольно сильно. Хотя с райдером потяжелее, думаю, работа рекуперации будет плавнее. Но в любом случае за то, что ее добавили, определенно плюс, потому что тормозила я в основном именно благодаря ей. Подвеска мне лично понравилась и показалась в меру мягкой. G-Booster не такой попрыгунчик, как G1, но и определенно мягче и приятней самокатов с пружинными амортизаторами. Хотя с новым M4 Pro, может, он еще и посоперничает, но вот M5 остается далеко позади в этом плане. Даже сидя на сидушке, на бустере спокойно проезжаешь любые неровности и бордюры, и нет особого желания привстать, как у меня это обычно бывало. На М2 на этой сидушке сидеть было неудобно, и спустя какое-то время у меня заболела спина. Тут само седло такое же, но этих проблем я не испытывала. Посадка, конечно, дело индивидуальное и сильно зависит от габаритов ездока, но нашему оператору ростом 185 и весом около 95 тоже пришлось по вкусу ездить сидя, хотя раньше мы оба не любили это дело. Честно говоря, G-Booster — это первый самокат, про который мне как-то тяжело рассказывать, потому что просто говорить, что у него все круто и классно, мне не хочется. Но и сильно придраться у него не к чему. Многие, кто мало знаком с Kuga, начитаются отзывов, что им нужно сразу же какие-то детали менять. Эластомеры или тормоза на гидравлику, усиливать руль, иначе сломается. Учитывайте, что это пишут, так скажем, продвинутые пользователи, которые любят погонять и зимой, и летом, и в дождь, и в грязь. От простого катания по асфальту ни на одном самокате руль не оторвет. Сколько мы на них не катались, и кроме простой регулировки тормозов и подкачки колес, ничегошеньки не делаем, и все у нас нормально едет. Ну, побрякивает иногда, но ехать не мешает. Так и с бустером. Вы можете его доработать, и он, возможно, станет для вас чуточку лучше. А можно не париться и ездить как есть. Но, наверное, вам интереснее всего, на сколько же километров нам хватило одной зарядки. Расскажу все в точности, как было. Так как емкость аккумулятора не маленькая, и снимать мы сразу решили не за один день. Но так уж вышло, что между этими 2 днями еще и оказалось около 2 недель перерыва, и самокат мы решили не подзаряжать. И вот каталась я на нем, каталась, а он все не садился и не садился. Чтобы ускорить процесс, километров после 25 я отдала его нашему оператору в надежде, что с его весом дело пойдет быстрее. Потому что со мной кажется, что у него просто бесконечный аккумулятор. Выходило примерно, что за 10 километров пробега уходило около 2 вольт заряда. Оператор проехал на нем еще 35 километров и отдал докатывать мне. На бортовом компьютере оставалось 2 деления батарейки и вольтаж около 47. Но подо мной, как я ни старалась, он опять не хотел садиться. Уже был вечер, и я устала и замерзла, и рулить было неудобно, потому что я дрожала от холода. В итоге цифры на одометре 68,6. На БК по-прежнему остается 2 деления зарядки. Вольтаж, стоя на месте, 45, а под нагрузкой падает иногда даже ниже 42. И на этом мы решили остановиться. Потому что высаживать батарею под ноль, по идее, очень вредно для ее долговечности. Если так делать, то у вас с каждым циклом будет быстро падать общая емкость аккумулятора, поэтому вам так делать точно не советую. Мы обычно стараемся для вас, чтобы показать вам максимальный пробег. Но тут уж извините, это было очень долго и мучительно. К тому же, даже так итоговая цифра уже больше заявленной производителем. Райдер весом 80-90 кг при активной езде спокойно будет проезжать на нем 45-55 км. А кто-то совсем легкий и неторопливый, как я, сможет и все 80, мне кажется. И что же в итоге? G-Booster — это отличная, неприхотливая рабочая лошадка. Конечно, он не без недостатков, но определенно стоит своих денег. Тем более, что самокатов с подобными характеристиками за такую стоимость выбор-то небольшой. Вы можете потратить и куда больше, и все равно не факт, что вы получите что-то полностью вам подходящее. В то же время у G-Booster давно известны все проблемы и болячки, и известно, как их устранить. И с помощью прямых рук и небольших вложений вы можете получить свой собственный, идеальный самокат. На этом с бустером я, пожалуй, закончу. Но хочу еще напомнить, что под роликом с Max Speed
Мы говорили, что выберем 3 лучших комментария на тему критериев выбора электросамоката и отправим их авторам небольшое вознаграждение. Итак, коллегиальным решением мы выбрали 3 этих комментария, которые вы сейчас видите на экране. Авторов этих комментариев просим связаться с нами в нашей группе ВКонтакте, ссылку на которую вы можете найти в описании под роликом. И еще у нас до сих пор периодически просят сделать обзор на модель самоката S3 Pro. Я уже думала, что это не новая модель и информации про нее предостаточно, но нам важно ваше мнение, поэтому мы и решили спросить у вас. И сделали для вас опрос в разделе «Сообщество». Так что переходите и голосуйте, интересно ли вам было увидеть обзор на S3 Pro именно от меня. А на этом, пожалуй, настало время прощаться. С вами, как всегда, была Лена и магазин Куга Самокат. До скорых встреч!